Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на специальную сессию Community Connection по Центральной и Восточной Европе. Меня зовут Дмитрий Сошников, и с нами мой коллега Александр Белоцерковский. И мы сейчас будем говорить с вами про то, как облако и open source помогают нам бороться с пандемией коронавируса. Немного такая актуальная, интересная тема. И мы с помощью этой темы затронем некоторый набор облачных технологий, и посмотрим, как же они, какую роль они могут влиять в борьбе с пандемией. Так, давайте начнем. Тема очень актуальная, и темой коронавируса, безусловно, интересуется все сообщество ученых, медиков, биологов, и поэтому на эту тему выходит большое количество научных статей. Количество научных статей к данному моменту достигает более 400 тысяч, и, к счастью, централизованно предпринимаются усилия о том, чтобы собирать все эти статьи в единый датасет. Есть датасет под названием CORD-19, в котором собираются, обновляются все статьи соответствующей тематики. В этом датасете примерно 200 тысяч статей с полным текстом, остальные статьи только с абстрактами и с метаданными. Сам датасет свободно доступен. И возникает вопрос, как же человеку, который хочет погрузиться в эту тему, эффективно работать с таким большим количеством материала. Дело в том, что, естественно, прочитать все эти статьи по мере их выхода практически невозможно, и хочется иметь возможность не просто искать статьи там по каким-то ключевым словам, по каким-то фразам, а хочется иметь возможность залезть глубоко в содержание этих статей для того, чтобы делать какие-то выводы, возможно, автоматически, или делать по ним какой-то конкретный поиск интересующих нас деталей. Например, какие дозы каких лекарств предполагается использовать в лечении. И об этом как раз мы поговорим, как можно решать такую задачу. Основная идея состоит в том, чтобы подвергнуть эти статьи методам обработки с естественным языком, технологиям NLP, для того, чтобы посмотреть, что можно сделать с текстом. На самом деле типовые задачи обработки языка – это определение интента, классификация текста, это выделение именованных сущностей и связей между ними, и ответа на вопрос. Но как кажется, что наиболее интересным является как раз выделение сущностей и связей, что позволит нам понять, какие сущности упоминаются в статье, какие лекарства, болезни, дозы, объемы, концентрации. И затем мы сможем выделенные сущности и связи, это уже будет некая слабо структурированная информация, которая удобно представляется, например, в формате JSON, мы сможем загрузить это в некоторую базу данных и использовать всю мощь облачных технологий для того, чтобы к этой базе делать запросы, для того, чтобы эти данные анализировать и получать результаты. Ну и кроме того, можно использовать технологии вроде Azure Semantic Search, которая позволит, собственно, решать похожие задачи еще дополнительно с полнотекстовым поиском. Итак, первый этап, собственно, анализ текста статей. Как же это можно сделать? Здесь возникает такой вопрос, что тексты статей – это медицинские статьи, соответственно, термины в них узкоспециализированные, поэтому нам необходимо натренировать какую-нибудь, скорее всего, специальную модель, которая выделяла бы медицинские сущности и термины. Соответственно, мы попытались это сделать. И здесь возникает вопрос, во-первых, какой датасет использовать. И с этим, естественно, есть проблемы, данных почти всегда не хватает. Поэтому есть несколько вариантов. Есть датасет Medical Nerve на Kaggle. Я очень был рад, когда мы его нашли, но оказалось, что он небольшой относительно, порядка 40 статей и 300 меток сущности, поэтому на нем обучить серьезно модель практически нереально. Есть датасет BC5CDR, он более старый, но более объемный. Соответственно, в нем уже 5000 меток сущностей, и его можно использовать для обучения. Дальше, с точки зрения базовой языковой модели, понятно, что, скорее всего, имеет смысл использовать transfer learning, то есть взять какую-то базовую языковую модель и затем на ней специализировать ее для распознавания соответствующих сущностей. Можно взять generic модель BERT, но это не очень хорошая идея, потому что она тренирована на текстах общей направленности, а нам бы, конечно, взять специализированные медицинские тексты. Поэтому можно
использовать идею предобучения самой языковой модели на медицинских текстах. И, к счастью, Microsoft Research уже проделала эту работу и выпустила предобученную модель PubMed-BERT, которая тренирована на медицинском корпусе от PubMed. Ну и в плане конкретных библиотек, да, можно использовать библиотеку Hugging Face Transformer или библиотеку более высокого уровня DeepPavlov, которая как раз специально заточена под текстовые задачи и позволяет делать то же самое, но чуть-чуть с меньшим объемом кодирования, более декларативно. Соответственно, мы попытались проделать это упражнение. Вот датасет BC5 CDR, он выглядит примерно таким образом. У нас есть статья, абстракт, и после этого указание сущностей, одновременно, кстати, с привязкой к некоторой медицинской антологии, что очень хорошо, потому что это позволяет нам сущности, названные по-разному, схлопывать в единое понятие. Соответственно, тренировать такую задачу можно как вообще задача извлечения сущности. Это, по сути дела, задача классификации токенов. То есть у нас есть предложение, и для каждого токена в этом предложении нам нужно выдать его, соответственно, класс. Ну, обычно используется кодировка наподобие вот этой кодировки Boss encoding, когда мы указываем, что у нас некоторая сущность является началом, некий токен является началом сущности, это указывается префиксом b подчерк, и подчерк это значит, что это внутренность сущности, да, соответственно, вот это вот первые три токена, это как бы вот это вот одна сущность. Такой энкодинг обычно используется. Ну и если говорить по обучению, удобно использовать Azure Machine Learning. Ну, в частности, поскольку здесь мы говорим не про гигантские объемы текста, то все обучение удалось сделать внутри Jupyter ноутбука. Соответственно, мы берем модель PubMed-BERT. Модель PubMed-BERT, она доступна в рамках библиотеки Transformers изначально. То есть мы можем для того, чтобы проделать обучение, по сути дела, вот основная суть обучения, она достаточно простая. Мы берем готовую модель, вот эту вот с таким именем, из библиотеки Transformers, и затем как бы строим модель типа BERT for Token Classification, указываем количество тегов и вызываем трейнер для тренировки. Ну, вот это выглядит примерно следующим образом. Если коротко посмотреть на ноутбук, значит, вот наш датасет BC5 CDR. Дальше некоторые преобразования. Мы извлекаем сущности, превращаем их в BOS encoding. Затем эти данные подаем на вход нейросети и в конце получаем, собственно, запускаем тренировку модели с помощью трейнера и получаем результат. Вот сущности, извлеченные из некоторого текста. Ну, если на слайде покрупнее посмотреть, выглядит это вот примерно следующим образом. То есть мы научились извлекать некоторые названия лекарств, названия медицинских, ну, соответственно, chemicals, веществ, да, но при этом вещи типа COVID-19, они не распознаются из-за того, что датасет BC5 CDR, он достаточно старый, и поэтому у нам не получается, ну, этих терминов просто в нем нет. Ну, кроме того, нам для нашей цели нужны другие вещи, типа концентрация, температура, объем и так далее. Что же в этом случае делать? Но, к счастью, примерно в то время, когда мы делали вот эту работу, оказалось, что у нас есть сервис под названием Text Analytics for Health. Microsoft выпустил такой сервис как раз поверх модели PubMed-BERT, обучил соответствующие функции распознавания сущности, распознавания связей. Этот сервис находится в режиме превью, он поэтому не должен использоваться для критических сценариев, не должен вообще использоваться в продакшн, скорее для исследований. Этот сервис является gated сервисом, то есть нужно подать заявку на его использование. Вот. Ну и после этого вы сможете, собственно, обрабатывать тексты с помощью просто вызова функции в облаке. Ну вот примерно что может делать этот сервис. Он обнаруживает сущности типа названия лекарства, название метода лечения, диагноз. При этом он также обнаруживает
отрицание. То есть если мы говорим, что что-то там, например, не работает против SARS-CoV-2, то этот термин помечается отрицанием. Ну и кроме того, здесь есть привязка к онтологиям, то есть мы сразу понимаем, какому медицинскому термину соответствует та или иная сущность. Вот. Кроме того, извлекаются связи, то есть, например, можно сказать, что вот симптом воспаленное горло проявилось в 2:30 утра, и это будет помечено как time of condition, взаимосвязь между этими двумя сущностями. Соответственно, что же мы можем сделать? Этот сервис Text Analytics for Health, чтобы его использовать, достаточно просто установить соответствующий SDK с правильным указанием версии, потому что, поскольку это сервис в режиме превью, в финальный Azure SDK пока соответствующие функции не входят, поэтому нужно взять бета-версию последнюю. И после этого мы можем просто взять текст и подать его на вход этому клиенту и получим результат. Ну вот примерно так будет выглядеть результат. Мы видим, что у нас возвращается некий healthcare entity, набор healthcare entity. Для каждого entity есть текст. Вот в частности, это первая сущность 300 мг. Категория – это доза, указано смещение, confidence, ну и привязка к онтологии. Что же мы можем сделать? У нас в датасете Cord есть, как я уже отметил, 400 тысяч статей с абстрактами. Для нашего примера мы анализируем не полный текст статей, а абстракты, потому что в них содержится, как правило, вся информация по статье. Что же мы сделали? Мы разбили статьи на группы по 500 штук и попытались их обработать. Соответственно, обработка на одной машине заняла бы порядка 12 часов. Чтобы не ждать столько, уместно эту разработку распролерить. Как это можно сделать в облаке? В облаке можно использовать просто пул виртуальных машин, можно использовать Azure Batch сервис, который для этого предназначен, или технологии типа Databricks. Но, значит, мне вот была ближе идея использовать Azure Machine Learning. Дело в том, что на Azure Machine Learning, в принципе, есть возможность задействовать кластер автоматически с масштабированием для выполнения задач. Обычно это используется для задач типа распределенной тренировки моделей, либо для перебора гиперпараметров. Но, по сути, перебор гиперпараметров и обучение модели параллельно ничем не отличается от параллельной обработки. Поэтому то, что мы сделали, это, используя Azure Machine Learning, мы взяли задачу типа Parallel Sweep Job, то есть это задача, которая выполняется для набора параметров. Ну и вот пример распараллеливания на два компьютера на кластере. Мы задаем параметр number, который может быть 0 или 1, и запускаем соответствующий скрипт на узлах. Каждый скрипт, он получает на вход вот этот самый параметр number и дальше обрабатывает соответствующие записи из датасета, кратные соответствующему числу. Значит, для того, чтобы это запустить, мы в Azure Machine Learning просто создаем файл питоновский для обработки, создаем описание задачи на языке YAML и говорим, что мы хотим эту задачу запустить на кластере. Но предварительно еще нужно создать кластер. В результате что получается? На выходе у нас для каждой статьи извлекается набор сущностей и связей между ними. Эти сущности и связи удобнее всего представлять в формате JSON, где у нас есть для каждой статьи лист, список entities и список relations. Что с ними делать дальше? Очевидно, что мы имеем дело со слабо структурированными данными вот такого типа. Да, есть collection, общий набор статей. Для каждой статьи несколько сущностей. На самом деле достаточно много сущностей. И между сущностями есть связи. Как с этим работать? Понятно, что можно со всем этим работать на языке Python, но в целом специально для хранения слабо структурированных данных у нас есть базы данных. База данных, в частности, база данных Microsoft'овская, в облаке Azure доступна, это Cosmos DB. Значит, Cosmos DB хранит как раз-таки именно такие JSON-документы и позволяет делать к ним запросы на SQL-подобном языке. Почему я говорю SQL-подобном? Потому что, естественно, это не реляционная база данных, и его семантика этого языка отличается. Ну, вот пример того, как такой запрос может выглядеть. И поскольку мы используем базу данных, то в процессе обработки мы можем очень удобно прямо результат обработки сразу кидать в некую единую
вот в эту вот базу данных Cosmos DB, сразу параллельно с нескольких машин на кластере. Как это выглядит с точки зрения, ну вот, вживую? У меня база данных Cosmos DB на Azure Portal. В ней есть такой раздел, который называется Data Explorer. Можно зайти и прямо здесь посмотреть на данные, сделать к ним какие-то запросы. Вот мы видим, что есть вот у меня коллекция, это база данных Core, и в ней коллекция под названием Papers. И в разделе Items мы видим, вот они все эти статьи, они называются по их ID, а дальше внутри каждая статья представляет собой такой вот JSON-файл с сущностями и связями, к которому мы можем делать SQL-запросы. Ну, чтобы сделать SQL-запрос, в частности, можем сказать, хотим новый SQL-запрос, и здесь, ну, например, я возьму пример того запроса, который я показывал на слайдах. Что он делает? Мы говорим, что мы хотим запросить название статьи и значит, название статьи p-title, где p это статьи, и мы выполняем операцию join со связями, и мы говорим, хотим взять те статьи, для которых есть связь, которая имеет тип dosage of medication, и название medication содержит хидро, то есть гидроксихлорохин. Мы хотим посмотреть, какие дозы гидроксихлорохина в статьях упоминаются. Соответственно, если мы такой запрос выполним, мы получаем список статей. Видите, название статьи 400 мг, название статьи поддерживающая доза, название там статьи и как бы 30 мг. Мы получаем тот результат, который нам нужен. Если вы, исследователи, хотите понять, какие дозы гидроксихлорохина в каких статьях упоминаются, вы совершенно четко это понимаете таким запросом. Это, в принципе, очень удобно, потому что мы докопались, ну, в общем-то, до семантики, до смысла текста, да, и можем делать запросы к этому смыслу. Однако человеку, исследователю, естественно, это сложно. Человек, как бы исследователь, медик, он там биолог, вряд ли будет писать запросы на языке SQL, поэтому ему удобнее использовать интерактивные средства. И здесь мы можем применить Power BI. Power BI – технология визуализации данных, и мы можем Power BI подключить к этому хранилищу достаточно просто, интерактивно, сказав, что мы хотим получить данные из Cosmos DB. Здесь вот если я использую в данном случае Power BI Desktop, это настольная версия приложения. И здесь в разделе Azure мы видим, есть доступ к Cosmos DB. Вот, мы можем подключиться, получить данные и затем их отобразить на холсте. Вот в нашем случае первая страничка у меня – это типы сущности и сами сущности. Я могу выбрать, например, если я хочу посмотреть, какие медикаменты упоминаются, да, я могу выбрать medication name, и мне покажется вот самый популярный – это гидроксихлорохин, второй по популярности HTQ. Очевидно, что это то же самое, и мы видим, что этим медикаментам соответствует один и тот же ontology ID, то есть это одно и то же понятие. Ну и дальше ремдисивир, хлорохин, тоцилизумаб и так далее. Все те препараты, про которые вы наверняка слышали. Вот, они тут отсортированы в порядке популярности. Ну и то же самое можно делать со связями. Здесь вот в разделе Relations мы можем переключиться и сказать, если мы хотим дозы медикаментов смотреть, мы выбираем тип связи dosage of medication, и вот она табличка, можем сортировать ее по лекарству и, по сути дела, делать тот же самый запрос, что мы делали в языке SQL, но визуально на экране. Поэтому Power BI – это очень простой способ. Мы буквально там за полчаса можем подключить такую вот интерактивную визуализацию к нашим данным. Но, конечно, это не самое интересное. Самое интересное – это автоматически извлечь какие-то зависимости из полученных сущностей и связей. И что мы здесь можем сделать? Мы можем, естественно, для анализа данных очень удобно использовать Python. Но как бы Python, нам хочется как-то вот извлечь плюсы из того, что мы уже имеем базу данных и можем извлекать данные в удобном виде и интегрировать это с Python. К счастью, это типовой сценарий, и внутри Cosmos DB есть встроенная поддержка Jupyter ноутбуков. Это средство работы с Python. Ну и как это будет выглядеть? Я перехожу назад в мой Data Explorer, и здесь открою пример ноутбука, который исследует как раз-таки полученные данные. Смотрите, мы можем выполнить здесь SQL-запрос, такой же, вот это точно, ну, как бы это не такой же запрос, это запрос чуть-чуть более сложный, он запрашивает
статьи с датой их публикации, сущности и соответствующий им онтологический номер в онтологии UMLS. И результат помещается в Pandas Data Frame. Это объект Python для работы с квадратными таблицами. Соответственно, выполнив этот запрос, мы получаем сразу вот такую табличку. Да? Сущность, она отрицаемая или нет, название статьи, публикация и онтологический номер. Дальше мы можем с этим работать. Например, можем посмотреть дату публикации, сколько сущностей было опубликовано в каждой из месяцев. Какие сущности самые популярные и какой их индекс негативности, да, например, сколько раз они упоминаются в негативном контексте, что это не работает, да, и сколько в позитивном. Ну и дальше можем работать с этим дальше. Например, вот я здесь беру 15 самых популярных медикаментов и пытаюсь посмотреть их упоминания по месяцам, да, чтобы понять, как менялась тактика лечения со временем. Ну и вот мы получаем такую вот табличку и можем ее графически построить. И мы видим, что вот, например, гидроксихлорохин, который был популярен в начале, где-то там до мая 2020 года, дальше его популярность стала падать. Причем эта популярность здесь абсолютное число упоминаний, а не относительное. Объем статей, он, понятно, все время растет. Вот, но несмотря на это, даже число упоминаний гидроксихлорохина падает. А, например, более современные методы лечения фавипиравир, вот его число упоминаний все время растет. Вот такого рода выводы мы можем автоматически делать, просто проанализировав большой набор статей. Ну и, наконец, что еще мы можем делать интересного? Можем строить графические какие-то представления. Ну вот, например, можем посмотреть COVID-19, как связан с разными лекарствами. Да, вот видно, что гидроксихлорохин является самым популярным методом лечения, да, ну и мы видим разные другие методы лечения, и также можем смотреть, как это связано с другими заболеваниями. Например, там для коронавируса в целом, да, очевидно, гидроксихлорохин мало кому приходил в голову использовать. Ну и так далее. Кроме того, интересно посмотреть на совместное упоминание разных терминов внутри статьи. Ну, например, мы знаем, что комбинация гидроксихлорохин и азитромицин – это достаточно популярная комбинация лекарств для лечения коронавируса. И эту комбинацию мы как раз-таки видим здесь на диаграмме. Автоматически мы ее поймали из статей, ну и другие комбинации также видны. Вот, что я хочу сказать. Значит, мы использовали здесь открытые данные. Даже если бы сервиса Text Analytics for Health не было, мы нашли открытый датасет, нашли открытые BERT-модели и поверх них могли решить эту задачу. И вот с помощью открытых данных, с помощью открытых технологий мы эффективно решили эту задачу. И я передаю слово моему коллеге Александру, который чуть подробнее расскажет вообще про идеологию открытых данных, открытого кода и облака Microsoft Azure. Спасибо, Дим. Добрый день, коллеги. Меня зовут Александр. Я занимаюсь open source в Microsoft. И я бы хотел ответить на достаточно популярный вопрос, который нам задают. Это: а что если я использую тот или иной open source инструмент для того, чтобы сделать ту или иную задачу? В данном случае мы разговариваем про COVID, но, разумеется, то, что есть у нас в экосистеме Microsoft, оно этими задачами не ограничивается. И вот на этом слайде вы видите, в принципе, да, наши стратегические инициативы, которые касаются open source. И вот все то, что вы видите на данном слайде, оно является частью нашего видения, которое можно назвать interoperability, то есть взаимодействие между инструментами, использование этих инструментов в режиме конструктора и дополнение различных инструментов, например, open-source инструментов или Azure-овских инструментов, другими сервисами, другими инструментами, другими тулами и так далее. Вот здесь у нас есть 5 направлений. И если Linux, например, и Web, можно сказать, не очень так относятся к сегодняшней теме, то, разумеется, языки программирования, которые мы поддерживаем, а также Cloud Native технологии, такие как Kubernetes и
такие как Kubernetes и различные другие инструменты, да, из Paradigm Cloud Native, а также Data and AI инструменты, они, конечно же, активно развиваются внутри нашей экосистемы. И когда мы говорим об этом, то возникает вопрос, как выстроить, да, то, что у нас есть, от начала и до конца, потому что вот то, что Дима показал, да, Дима показал прекрасный пример, как выстраивать пайплайн от и до, и в процессе вы могли заметить, что вы можете выбирать различные опции, да, в этих инструментах, что-то к чему-то подключать и так далее. И вот на следующем слайде, который касается архитектуры, да, я здесь выделил 5 этапов, которые мы используем для того, чтобы показать, как выстроить пайплайн обработки данных, в том числе с инструментами open source. И на этом слайде это общий референс архитектуры платформы данных, который не касается непосредственно open source, но тем не менее показывает, как мы относимся к построению этих пайплайнов, этой архитектуры. И все начинается с входа, да, то, откуда мы берем данные. И в данном случае, например, у нас есть некий ресурс, некое количество данных, которые мы должны подлить в нашу архитектуру. Мы, например, можем взять такой инструмент, как Azure Data Factory, и выстроить пайплайн, что вот из такого-то ресурса мы хотим передать эти данные с такой-то периодичностью в таком-то виде внутрь нашей экосистемы. Дальше уже это переходит в инструменты хранения, подготовки, и в том числе вот Дима больше всего на самом деле посвятил времени обсуждению и демонстрации того, как готовить данные, а также как их показывать. Но в процессе мы еще есть еще одна важная тема, которая называется серф, то есть не просто подготавливать, а подготавливать ваши данные к визуализации. И это общий референс архитектуры, а вот на следующем слайде все, что касается нашего open source. Да? И если вы следите за историей ковида, да, как развивалась в том числе программная индустрия наша, айтишная, как развивались облака вместе с этой во время пандемии, то вы могли заметить, что огромное количество инструментов появилось для анализа ковида именно с помощью open source. И вот все инструменты, которые на данном слайде изображены, приведены, они так или иначе использовались в реальных продакшн-решениях по анализу ковида, по анализу различных задач в ковиде. Это были проекты, которые анализируют, что пишут в Твиттере по поводу ковида. Но это самый простой, так скажем, пример. Но были и сложнее, а именно различного рода HPC, High Performance Computing решения, которые были построены на open source технологиях, которые перерабатывали большое количество данных. А также мы внутри нашей парадигмы взаимодействия с open source, я бы выделил еще 2 важных темы, которые касаются непосредственно open source и того, как выполнять анализ. Первое – это этика использования данных. То есть, если мы используем различные данные, даже если они открыты, например, в наших open source, open датасетах, мы должны быть уверенными, что не произойдет никакой опасной ситуации, что эти данные могут быть как-то отнестись к реальным людям, от которых эта информация пришла. И Microsoft активно работает над инструментами, которые являются open source и доступны на GitHub, и которые позволяют вам, если вы используете эти данные, подключить эти данные, но удостовериться, что эти данные вот, собственно, максимально имеют уровень безопасности касаемо деперсонализации и других личных опасных вещей. Также я хотел упомянуть про открытые датасеты, которые есть в Azure, которые вы можете использовать. Эти датасеты регулярно обновляются.
Что замечательно, что, в общем-то, подводит нас к последнему слайду нашей презентации, это что бы вы ни использовали, вы можете использовать облако Microsoft Azure, использовать наши майкрософтовские технологии как конструктор. И это очень важно, потому что, как я уже возвращаюсь к началу моей части, да, многие спрашивают нас, а что если мы используем конкретно одну частичку open source, да, один инструмент, что делать? Без проблем, вы можете беспроблемно подключать этот инструмент open source, в том случае, если он достаточно известен, конечно же, и использовать его для того, чтобы анализировать как задачи из мира COVID, так и различные другие задачи. По поводу первого вывода, Дим, обратно тебе. И, наверное... Да, мне кажется, что основной идеей было показать, что если взять такую нетривиальную задачу, как извлечение знаний из медицинских текстов, можно первое приближение решения получить достаточно быстро, да, буквально используя как конструктор разные облачные технологии, собрать его из кусочков и сразу как бы получить работающее решение. Естественно, нет предела совершенства, да, можно обучать более интересные модели, вот, и тем самым решать эту важную, актуальную задачу. Спасибо, что вы были с нами. Вот, если у вас есть вопросы, то самое время их задать нам. Если нет, то мы будем рады ответить на них. Там, возможно, потом в электронном виде мои контакты на слайде приведены. И еще раз спасибо, что вы были с нами. Спасибо.